Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваши подписки, лайки, за ваши комментарии, за участие в жизни канала. Я сегодня к вам вот с такими ниточками. С ними мы один раз работали, вот именно с такой палитрой. Ну и с новым узорчиком. Новички, кто еще не работал с данными ниточками, смотрите, знакомьтесь. Называются они Alize Angora Gold. Если быть точнее, они называются, видите, Alize Angora Gold Batik. Потому что вот такое вот секционное интересное окрашивание. Будем смотреть, как будет меняться цвет в узорчике. Итак, в моточке 100 грамм, в 100 граммах 550 метров по составу. Это 80% акрил, 20% это шерсть. Нам советуют производители брать крючок от 2 до 4. Я данную пряжу вяжу крючком номер 3, но под свою плотность вязания, да? Вы берете свою пряжу, какая у вас есть, не только такую, которую показываю я, свою берите. Самое главное, подберите правильно крючок. И вяжите из любой пряжи, из летней, из зимней, из демисезонной, потому что один и тот же узорчик из разной пряжи выглядит совсем по-разному. Поэтому пробуйте. Так, кого заинтересовал цвет, смотрите. 1892. И на камеру он передается такой вот, именно как он есть на самом деле. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Схемка какого качества есть. Те, кто умеет работать по схемкам, поймут, да? Те, кто не умеет работать по схемкам, повторяйте за руками, и у вас все получится. Раппорт сегодняшнего узорчика равняется 8 петелек. Давайте я наберу 4, получается, раппорт. Это получается 32 воздушные петельки. И одну дополнительную, чтобы узорчик красиво закончился. Итого 33 воздушные петельки. Ну, а вы, в свою очередь, набираете столько, сколько вам будет удобно. Итак, в начале все как всегда. Петелька фиксации. При наборе петелек мы данную петельку не считаем. Теперь я набираю 33 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот мой будущий образец. Далее, смотрите, новичкам советую, как у многих узорчиках, сделать вспомогательный ряд из столбиков с накидом. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку аккуратненько нырнули. Вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Накид, в следующую по порядку петельку цепочки, нырнули, провязали еще один столбик с накидом. И наша с вами задача пройтись вот так полностью по всей цепочке и провязать всю цепочку столбиками с накидом. Потому что новички вначале могут запутаться, да, в воздушных петельках, а в столбиках точно не запутаетесь. Поэтому провязываем весь ряд столбиками с накидом, сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков должно быть равно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. То есть я, например, набрала 33 воздушные петельки, значит у меня должно получиться 33 столбика с накидом. Не забывайте, что первые вот эти вот 3 петельки подъема, это имитация столбика с накидом, мы будем считать за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда, несложно у вас получится, а в конце ряда встретимся. Договорились? Давайте. Так, смотрите. Вот мы провязали наши столбики, все ровненько, аккуратненько. Приступаем к узорчику. Для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид и следующий по порядочку столбик, верхушку нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки, столбик с накидом. Получается вместе с 3 петельками подъема, да, это имитация столбика с накидом. Получается 1 столбик, 2 столбик провязали. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пропускаем 2 столбика. 1, 2. В третий нырнули, вытянули ниточку и провязали столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пропустили 2 столбика, сделали накид и в третий столбик провязываем столбик с накидом. 1. Считаем в следующий столбик, провязываем столбик с накидом. 2.
И в следующий по порядку столбик, столбик с накидом 3. Вот. Это вот 3 столбика, вот эти вот 2 столбика как раз от этих 3 столбиков мы провязали. То есть дальше будет повторение. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Пропустили 2 столбика. Раз, два. В третий столбик без накида. Есть. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Пропустили 2 столбика. И с третьего начинаем провязывать опять 3 столбика с накидом. Раз. Следующий столбик. Второй столбик с накидом. И следующий столбик. Третий столбик с накидом. То есть вы просто-напросто чередуете как бы вот столбики, арочки. Столбики, арочки. Столбики, дальше будут арочки, столбики, арочки. И вот так вот до конца ряда. Совсем не сложно, да? Все, давайте самостоятельно до конца ряда. И в конце ряда я вас встречу. У вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца ряда. И заканчиваем ряд, как и начинали, 2 столбиками с накидом. Вот первый столбик я уже провязала. И второй столбик провязываем в третью петельку подъема. Третью петельку отсчитали и аккуратненько за верхушечку взялись, за петельку и провязали столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Далее 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Смотрите, в следующий столбик, да, за верхушечку беремся и провязываем столбик с накидом. А теперь смотрите, вот там, где у нас начинается арочка, нырнули в арочку и провязали столбик с накидом. Есть. Идем дальше. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Теперь смотрите. Вот мы перепрыгиваем полностью арочку и идем к нашим столбикам. Вначале мы провязываем вот перед столбиками в арочку нырнули, провязали столбик с накидом. Потом непосредственно в столбик в первый за верхушечку провязали столбик с накидом. Потом смотрите, делаем накид. И вот второй столбик беремся не за верхушку, а смотрите, как захватываем столбик. Сзади наперед, столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем, смотрите как. Одна петелька, потом 2, 2. То есть мы немножечко его удлинили в силу того, что он у нас чуть-чуть спустился ниже рядом. Идем дальше. Следующий накид, следующий столбик провязываем столбиком с накидом. И потом получается арочка. Мы в эту арочку нырнули, провязали столбик с накидом. По итогу у нас получилось 5 столбиков, из которых центральный самый – это рельефный лицевой столбик с накидом. Дальше повторение. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Точно так же перепрыгиваем вот наши арочки. Вот перед столбиком нырнули в арочку, провязали столбик с накидом обычный, да? Дальше в первый столбик, столбик с накидом обычный. В центральный вот этот столбик мы провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Захватили столбик сзади наперед, столбик перед крючком. Вытянули ниточку. И так как мы немножечко спустились вниз, мы провяжем вот так вот. Одна петелька, потом 2, 2. То есть чуть-чуть удлинили, чтобы он у нас был одинаковой, получается, высоты. Видите, одинаковой высоты. Все. И вот так вот. Следующий столбик провязали обычным столбиком и пятый столбик в арочку. Все. И несложно. Вот это вот весь ряд. Видите? Вот так вот провязывайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречу. Несложно у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца. Вот что у нас по итогу получается. И заканчиваем ряд точно так же, как и начинали. Вначале у нас в арочку столбик с накидом, потом в столбик, да, а там, где 3 петельки подъема, делаем накид. И в третью петельку вот так вот провязываем обычный столбик с накидом. На этом наш ряд заканчивается. Идем дальше. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Смотрите, накид. Вот во второй столбик провязываем столбик с накидом. Теперь делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И ныряем вот так вот в арочку и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Далее смотрите, вот у нас 5 столбиков, да? Мы, получается, самый первый пропускаем. Начинаем, вот самый первый пропускаем, начинаем со второго. Столбик с накидом. Раз. Вот, помните, у нас здесь был рельефный лицевой столбик с накидом. На изнанке видно его, как вот так вот перечеркнутый. Видите, полосочка горизонтально формируется. Мы сохраняем рельефность, поэтому с этой стороны у нас столбик тоже будет рельефный, но изнаночный. Захватываем вот так столбик, спереди назад. Столбик у нас за крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем тоже удлиненный столбик
1 петелька, 2 петельки, 2 петельки. И последний, третий столбик здесь будем провязывать обычным столбиком с накидом. Вот видите, у нас что должно по итогу получиться. Мы с вами повторяем самый-самый первый ряд. Единственное, что центральный столбик у нас здесь будет рельефный. И еще какая особенность. Вот здесь вы столбик можете провязывать без накида, вот просто в арочку. Сейчас покажу второй способ. Итак, 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Если позволяет пряжа, крючок, зрение, то попробуйте провязать не в арочку, а в петельку. У нас здесь с вами было 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Вот именно во вторую петельку нырните аккуратненько. Вытяните ниточку и провяжите столбик без накида. Сейчас вам покажу, сравню. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И столбик первый мы пропускаем. Во второй провязываем столбик с накидом. Дальше центральный наш столбик будет рельефный изнаночный. Захватываем столбик спереди и назад. Столбик за крючком. Вытянули ниточку и провязали 1 петелька, 2, 2. И третий столбик у нас будет обычный столбик с накидом. Вот. 3 столбика провязали. Все как в первом ряду. Единственное, что рельефный столбик. А тут смотрите. Мы провязали с вами вот в петельку. Так. А вот в арочку. Я считаю, что аккуратнее смотрится в петельку. Но если не позволяет зрение, пряжа очень тоненькая, крючок тоненький, да, не майтесь, провязывайте в арочку. Тоже будет отлично. Вот. Но как бы я люблю, когда в петельку. Все, давайте провязывайте до конца ряда. Не забывайте, что центральные столбики у нас рельефные. В данном ряду они рельефные, изнаночные. Все, в конце ряда встретимся. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали с вами практически до конца ряда. Вот что по итогу получается. И заканчиваем ряд точно так же, как и начинали. 2 столбика с накидом. Первый столбик мы провязали, да, во второй столбик предыдущего ряда. И у нас остаются 3 петельки подъема. В третью петельку нырнули и провязали столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Поворот. Во второй столбик провязываем столбик с накидом. И получается вот в арочку провязываем столбик с накидом. То есть мы с вами будем здесь повторять вот наш второй ряд, который мы провязывали. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Здесь вы точно так же можете провязывать, как я показывала, в арочку, да, а можете провязывать непосредственно в петельку. Давайте покажу для сравнения. Итак, перед столбиком, вот в петельку нырнули, провязали столбик с накидом. Дальше непосредственно в сам столбик провязали столбик с накидом. Дальше центральный столбик, видите, сохраняем рельефность. С этой стороны он все время будет у нас рельефным лицевым. Провязываем вот таким вот образом. Крючок, получается, завернули за столбик, столбик перед крючком. Вытянули ниточку, провязали 1 петелька, 2, 2. Дальше следующий столбик, обычный столбик с накидом. И последний столбик провязывайте либо в арочку, да, либо, если позволяет зрение, пряжа, крючок, провязывайте в петельку. Мне кажется, так чуть подольше, но аккуратненько получается вязание. Вот, посмотрите. Вот у нас получается в петельку, вот у нас в арочку. Мне кажется, немножко рыхловато, грубовато, когда в арочку, и более аккуратно, когда в петельку. Повторюсь, вяжите так, как вам удобно. Угу. Не ломайте глаза, если что. Но попробуйте и так, вдруг получится. 3 воздушные петельки. Опять перепрыгиваем наши арочки. Вот последняя петелька нашей арочки. Беремся за петельку. Столбик с накидом. Следующий столбик, обычный столбик с накидом. Центральный столбик у нас будет рельефный лицевой столбик с накидом. Помните, да? 1 петелька, 2, 2 немножко удлиненный. Далее следующий столбик с накидом. И последний столбик опять давайте попробуем провязать непосредственно в петельку. Оп. Все. И вот такая у вас получается красота. То есть по итогу у нас всего 2 ряда. Вначале вы вяжете 3 столбика арочки, так, а потом 5 столбиков и 1 большая арочка. 3 столбика арочки, потом 5 столбиков, 1 большая арочка. И все, это весь узор. Как вам? Самое главное, не забывайте, что рельефные столбики с одной стороны провязывайте лицевыми, с другой стороны они у вас будут изнаночными. Видите, четко видно горизонтальные полосочки. 1, 2, 3. Это рельефные изнаночные столбики. Все. Смотрите схемку. Повторяйте, перематывайтесь что назад. И давайте провяжем узорчик на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Получится красиво. Все, встречаемся через несколько рядочков.
Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая по итогу красота. Рельефная с одной стороны, да, это получается рельефные лицевые столбики, это будет лицевая сторона. И рельефный изнаночный, это изнаночная сторона, не менее красиво и аккуратно, да, чем лицевая сторона. Если вы хотите сделать узорчик двусторонним, вы просто не провязывайте рельефные столбики, провязывайте их обычными, но с рельефными изюминкой, да, согласитесь. Палантин однозначно из данной пряжи. Летняя пряжа – это тунички, парео летние. Опять же, это могут быть маечки, топики, кофточки летние, да, может быть там на спинку, либо просто такой длинный, удлиняющий такой силуэт летний кардиган, тоже будет красиво. Вы можете вязать из любой пряжи, в том плане не только из секционной, да, из секционной, конечно, будет красиво смотреться, будут переходы такие интересные. Можете из обычной пряжи вязать, летняя, демисезонная, зимняя. Зимние это шарфики интересные, ажурные тоже могут быть. В общем, пробуйте. Смотрите, из моей пряжи вот так вот чуть-чуть тянется, вот так вот чуть-чуть тянется. Из вашей пряжи может тянуться больше, может меньше. То есть вы обязательно свяжите образец из своей пряжи своей рукой. Давайте замерим красоту. Например, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания, у всех все по-разному. Вот, смотрите, практически вот 16 сантиметров, ну там 15,8. Я набирала 33 воздушные петельки, а тут первый ряд вспомогательный. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 рядочков я связала. Это у меня получается, смотрите, 13 сантиметров. Видите? Каждый ряд 1 сантиметр. Очень легко просчитать. Но в любом случае вы должны провязать образец именно своей рукой, своей плотностью вязания. Я надеюсь, сегодняшний узорчик вам понравился. Не забывайте ставить лайки, обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Пишите в комментариях, вязали ли вы данный узорчик уже, что вы вязали, какой ниточкой, какой пряжей, что у вас получилось. Если не вязали, подбрасывайте идейки, мы будем читать и вдохновляться. Да? Вот. Не забывайте сохранять себе в плейлисты. Так? И смотрите плейлисты у меня на главной странице канала. На главной странице находится раздел плейлисты, вы нажимаете на него, и у вас появляется много-много-много папочек. Выбирайте любую, какая вам понравится, потому что узорчиков много, и они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов, чтобы вам было поудобнее. Смотрите видео, вяжите с удовольствием. Всем ровных петель. Встретимся в новых видео. Пока-пока.